Видите, разбомбили нашу мирную долину. Тут же наши стояли, поэтому ж и гатили с той стороны. Все, что можно было, кидали. У нас там перед домом, если хотите, проскочите, заглянуть, там вырва в 9 метров длиной, в глубину, 11. 11 метров. А, 9 в диаметре. 11, а в глубину метра 4. Нет, сначала была тут оккупация, были россияне. Они Когда зашли, там, взяли Балаклею, Савинск, они же сюда, в Залиман зашли, и в Нарцовке были. там. Мы тут полностью были в окружении. Я не знаю, нас с утра до вечера годили. А он посечено. Это хлопцу поменяли хоть крышу, спасибо. Конвой сюда ехал с Киева. Так, а так вся улица спалена полностью. Да, если б не ребята военные, мы б не выжили, ей-богу. Господи, дай Бог им здоровья. Я их пофамильно не знаю, так в лицо. С одним мы сейчас общаемся, он воюет, они под Купянском. Ребята, вот это когда нас бомбанул в наш дом, когда был прилет, меня стеклами посекло. Тут ребята-разведчики стояли. Спасибо, если они нас тогда меня спасли, если б не они, я не знаю, что б мы делали. Ну, было у меня эти стекла, меня посекло сильно. Они мне первую помощь оказали. Мы сюда прибежали, хлопцы нас позакрывали, тут понакидали на нас эти бронежилеты. Тут опять прилеты, обстрелы. Они как раз, машина у них тут стояла, попала в ихнюю машину. Как начался фейерверк. Это вот такое было, что... Давал солдатам, да, он и раненых вывозил, местных раненых, и солдатам помогал. Хлопцы возили на нем и воду, и от вертолета текал на нем. До Залимана по дороге ехал, а вертолеты вот там вот с той стороны взлетали. А я как раз пролетел это место, приехал в Залиман, поставил мотоцикл и вертолет. Давай стрелять. А ребята говорят, ты, говорит, привез вертолет. Я говорю, ну, ребята, говорю, что сделаешь? Одного убило на нем, хлопца молодого, второго ранило. Они не успели даже его завести. Их двоих ранило, но одного до Чепеля не довезли. Умер хлопец. Просили меня разведчики, я их водил в лес, потерялось сколько, 4 солдата. Я вот ходил с ним, показывал дорогу и искали их. А потом искали в одном месте, а они туда внизу, метров 300, наверное, не дошли. Нашли, убитые. Расстрелянный, в затылок. Это был дом, что от него осталось. Видите? Да, вот как раз вот здесь жена сидела, вот здесь. А прилет сюда был, осколок вот здесь вот. Я потом на второй день нашел. Все полетели, она вот здесь вот была, улетела в этот самый, до печки. Вот, что сделалось. Стеклами голову поранила, шею, спину. И зашли тогда уже в войска наши. Жена испугалась, что. А потом уже шевроны посмотрели. Я говорю, да это наши. Они же по-украински начали говорить, ребята. Я говорю, значит, свои. Вот же прилет. Вот этот прилет. Потом все позарастало бурьяном.
Вот тут где-то прилет. А я уже все обходил тут. Тут и коровы ходили. Так что, ну это, наверное, С-300 или еще что-нибудь такое. Осколки находил, вот такие вот железяки. — 11 метров. Ребята меряли рулеткой. Да. Власне, під час того, як військові були тут, росіяни гатили по цьому селу і випустили ракету, напевно, яка залишила біля будинку Василя таку вирву. А ми продовжуємо працювати та нагадуємо вам, що Гвара є незалежним виданням і потребує вашої допомоги, аби таких репортажів ставало дедалі більше, і ми продовжували свою діяльність. Прошу вас долучатися до нашої спільноти. Необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. А ми продовжуємо. Вот это ж от нее летело он туда все. Да тут их много осколков. Вон, или нет. Да нет. Тут я их повыбрасывал туда, чтобы не мешали. Железяка. На глазах у нас был прилет, и парня вот буквально час назад разговаривали. Мы побежали с женщиной, давай его вытаскивать, а ребята говорят, не трогайте, он уже все, текайте сами. Одного парня тоже видели, все, привезли с леса, ногу на второй день нашли на дереве. Вот она торчит, красавица, оградина. Ну, ребята посмотрели, говорят, она пустая, может дед выкопать. Как гыхнули, такое эхо было, что мы все на пол попадали. Ребята стали САУ, их подбили. А мы приехали сюда, не помню, зачем-то прискакали. Они выходят с автоматами вот там из-за угла. Вот такие зные бороды, было вот такие. Они сразу раз по-украински балакают, не переживайте, мамка, не переживайте, мы свои, мы свои. Вот так мы с ними познакомились, помогли, так мы их накормили, напоили, говорю, дали ключи, говорю, будьте здесь сколько, ну, пока им пригонят машину. Говорит, можно мы здесь, говорит, побудем, потому что на улице оно еще было сыровато, так, это было весной, по-моему, да? А у них эти кори, вот эти вот матрасики, вот эти вот какие-то масенькие. Вот они, говорят, мы в ячмене спали ночью, а их как раз ночью бомбили. Так мы все время, они приезжали к нам туда, в Нарцовку. Где батя на него? Где батя? Батя, батя. Они сами с Западной. Ну, хорошие ребята. Вот это только что спасибо рашистам, что освободили нас от работы, от дома, от всего освободили, падлы. Прости, Господи. Может, это вырежете. Це звук болі. Так звучить наш автомобіль після того, як він поїздив по Харківській області і знімав репортажі для вас. Ми потребуємо обслуговувати наш Гвара-мобіль. Нам треба заправляти автомобіль, він ще часто дуже ламається. Для того, щоб допомогти нам справитися з цим, ми просимо вашої підтримки. Допоможіть нам донатом або підпишіться до спільноти, для того, щоб ми могли обслуговувати наш автомобіль і далі їздити, знімати репортажі з віддалених куточків Харківської області. Підпишіться до нашої спільноти для того, щоб наш автомобіль працював і ми могли ще більше знімати важливих історій з Харківської області для вас.